Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня начинаю снимать новый вязовлог. И начинаю его с практически готовой игрушечки. Начала вязать новую игрушку. Это все серия моих игрушек по одной схеме. Это будет новенькое. Кому интересно, кто такой азартный, можете поставить на паузу и написать, какая игрушка это будет. Это будет, опять же, животное. Вот здесь я вязала ручки, все по той же схеме, только вот хотела сделать немножко такие плоскенькие, чтобы получились. И вязала только вот за заднюю стеночку. Ну, в общем, не знаю. До конца, может быть, конечно, идея не воплотилась, но что-то наподобие вышло. Так. Вот такая вот игрушечка. И у нее уже есть детальки новенькие. Вот такой вот маленький хвостик. Вот такие вот ушки маленькие. И вот такая вот большая мордочка. Я, кстати, когда вязала мордочку, то уже подумала, что можно из этой игрушки связать не только бегемотика. Это, кстати, будет бегемотик. Я думаю, похож. Но он, кстати, еще похож на чего-то бегемотика, мне кажется. Хотя, на самом деле, бегемотики это все одинаковые. Какая-то мордашка, какие-то вот такие небольшие ушки. И будет все равно он бегемотик. Но тело это мое. Мордочка тоже все мое. Вязала, перевязывала и смотрела, как мне вот нравится. Кстати, самая большая проблема была это с ушками. Хотелось сделать какие-то такие маленькие, чтобы они не очень длинные были. Так. Сейчас примерно приколю. Ага. Не будет видно из-за этой штучки. Так. Ну, наверное, немножко как-то на бочок. Ну, в общем-то, да ладно. Не совсем так это задумано. Но потом, когда я пришью, будет смотреться это намного лучше. В общем, примерно вот так вот будут ушки. Вот так. И вот такая вот мордашка. Не проткнешь. Так. В общем, примерно вот так вот будет выглядеть бегемотик. Но только я думаю, когда его соберу, он будет немножко симпатичнее. И еще свяжу ему животик. Вот. Вот такая вот у меня игрушечка. Решила подключиться, показать. Вот такие у меня продвижения на сегодняшний день. Ну и также у меня в процессе салфеточка. Я хочу ее довязать и потом уже покажу вам ее полностью. Вот, на сегодня это все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Прошло практически 2 недели с момента съемки предыдущего кусочка про бегемотика. Но я решила, что не буду удалять этот кусочек, а просто продолжу дальше снимать вязовлог. И подключилась, чтобы показать, чем я занималась, пока не снимала видео. В общем, покажу даже, в принципе, в хронологическом порядке. Итак, у меня есть пару начатых процессов. Толком они не закончены, но у меня было очень большое желание их вязать. Итак, первый мой начатый процесс это вот такая вот куколка. Куколка вот такая вот может сидеть. У нее здесь
Вывязано специальным образом ножки. Даже есть такие небольшие коленочки. А здесь вот мятинка, как бы, в общем, не знаю, как эта часть тела называется. Ну, в общем, мятина под коленкой есть. Такие вот интересные ножки с пяточкой. В общем, это платный мастер-класс Рейнтович Татьяны. Увидела этих куколок и просто не смогла пройти мимо. Для тела я взяла вот такой вот Alize Cotton Gold. Так, сейчас скажу даже какой цвет. Вот такой вот телесный цвет 382. Не знаю, передает правильно камера или нет, но он немножечко такой розоватый. Ну, в общем, телесный. Вот как куколки продаются в магазине, прям с розовинкой тела. Вот именно такой цвет. Не знаю почему, но я решила вязать куколку в белых трусиках, в белых гольфиках. Это, наверное, была, ну, такая ошибка. Но это первая моя пробная такая куколка. Даже не то, что пробная, ну, в общем, изначально-то я увидела фотографии именно куколку без одежды. И, ну, в общем, понравился мне образ и захотела повторить. Здесь вот немножко у меня тут неаккуратно убавки сделаны. В общем, что-то пошло не так. Но я переделать не стала, так как эта куколка будет в одежде. И как видите, у меня здесь две ниточки. Я вяжу и изнутри, и снаружи мотка. И начала я уже вязать голову. В общем, почему вяжу так? Так как я не хочу делать... Даже не знаю, не то, что не хочу, но, в общем, пока отложила игрушку и не делаю, не хочу делать на проволочном каркасе. Вот я связала до такого момента голову и шею и отложила покаместь. Не знаю, вот либо вывяжу длинненький штырек такой и сделаю как бы на нитяном креплении голову. Ну, не знаю, ну, не хочется не вставлять ни проволоку, ни вот эти вот ватные палочки. Как-то, не знаю, куколка мне очень нравится. Но так как я не знаю, кто будет играть кукла, либо ребенок, либо, может быть, она у кого-то будет сидеть на полочке. Поэтому пока не решила, что делать вот с этим креплением. Все-таки хочу, чтобы голова не заваливалась, а плотно сидела вот на шее. Ну, в принципе, у меня и так плотное вязание, как бы, если вот так даже, ну, прижимать, оно плотное. Но все равно, если ребенок будет играть, постоянно там что-то делать, плюс еще будут волосы, то кукла может, ну, как бы потерять свою упругость и голова болтыхаться. Хотя, в принципе, здесь вот такие вот ножки. Мне в последнее время очень нравятся такие ручки, ножки, когда болтыхаются. В принципе, может быть, и голова здесь будет, ну, как бы уместна такая. Ну, в общем, хочется сделать как-то по-человечески. И я пока месть отложила. В принципе, куколка эта была связана давненько. Уже больше недели она лежит. Даже больше, наверное. В общем, еще в первых числах мая я ее начинала вязать. И так как я вязала ее от одного мотка, и, в общем, ничего не отрезала. Но так как были длинные майские праздники, я ездила в гости к маме. Ну и чтобы не брать всю эту игрушку, так как здесь белые части, и ехать в машине вязать как бы, ну, не очень хорошо, я ее оставила. Ну и так как у меня нет начатых спицами процессов, и нечего было вязать в дороге, поэтому я взяла в дорогу вязать вот такой паричок. В принципе, здесь ничего считать не надо. Ну, вот один раз посчитал цепочку, и все, и дальше вяжешь как бы без проблем. Вот. Вязала паричок на свой страх и риск. Так как я его вязала не из той ниточки, которая в мастер-классе. В мастер-классе паричок вяжется из пехорки. Если не ошибаюсь, детская новинка. А я взяла Газал Baby Cotton. Вот, и вязала на свой страх и риск. Думаю, если даже не подойдет, то я потом свяжу какую-то куколку, на которую он подойдет. Я еще паричок не пришивала, но вроде бы получилось неплохо. Здесь вот челочка есть, ее надо будет пришить.
таким вот образом. В общем, я думаю, понятно. Там рекомендуется паричок постирать, отпарить там, в общем, что-нибудь с ним сделать. Но так как у меня это совсем не та пряжа, которая в мастер-классе, я, скорее всего, этого ничего делать не буду, а просто оставлю себе вот такую кудрявую девчонку. Возможно, ей вот эти вот висюльки я еще вот так вот потяну вниз, чтобы они не сильно так торчали вверх и были немножко подлиннее. Ой, в общем, и будет у меня вот такая вот интересная куколка. Ну, конечно, пока она не собрана, она в таком непонятном виде. В общем, вот такая у меня начатая работа. В общем, буду думать, что делать с шеей, пока она у меня будет также лежать. Так, следующая начатая работа тоже из вот такого вот моточка. Тоже вяжу и изнутри, и снаружи. И тоже очередная куколка. Такую куколку я уже вязала. Только. По-моему, у нее были белые трусики. В общем, не буду сейчас идти смотреть. Вот такую же куколку я вязала, только ручки у нее были без пальчиков. Здесь я вот немножко, в общем, ручку изменила, чтобы прям видно было, что здесь ладошка. Не знаю, чья это схема, но я эту схему увидела на ютубе. Если я найду ссылку, я вам оставлю, потому что я ее вязала еще, наверное, зимой. И, в общем, просто там было на видео, девушка показывала, как вязать куклу Тильду. Я переписала себе описание и вот просто по нему вяжу. Там у девушки большая такая кукла получается, потому что она вяжет большим крючком. Не знаю, по-моему, ниточка тоже или джинс, или Alize Cotton Gold, но вяжет она крючком номер 4. Игрушка получается такая большая и совершенно не похожа на мою. Вот, в общем, такая заготовочка у меня есть. И связалась у меня еще вот такая вот голова. Она пока такая неровная, некрасивая, потому что у меня закончился наполнитель. Точнее, у меня закончился хороший холофайбер. Сейчас даже, наверное, покажу. В общем, не знаю, будет видно на камеру или нет. Набиваю я игрушки вот таким вот корейским холофайбером. Покупаю у нас здесь магазинчик есть такой. Ну, наверное, для мебельного производства. Там кожа продается, разный наполнитель. И вот для своих игрушек, в особенности те, которые идут для игры деткам, я покупаю вот такой вот хороший корейский холофайбер. Он белый, пушистенький такой вот. А когда-то я посылала мужа за холофайбером. В общем, он сам ездил без меня. И купил мне вот такой вот. Он такой серый, с зеленцою. И, в общем, вот такой у него вид. Он на ощупь очень жесткий. И когда набиваешь игрушку, то она таким целлюлитом берется. В общем, мне не нравится. Это, по-моему, какой-то китайский, вторичная там обработка. Ну, в общем, у них какое-то там название есть. И вот специально взяла еще от мамы немного холофайбера, которого я покупала недавно, в общем, когда ехала по дороге. Он вроде бы неплохой, но он тоже такой вот жесткий, ворсины у него большие, и тоже он набивается, в общем, неравномерно. Вот. Может быть, кто-то скажет, что я очень придираюсь, но я слежу за своими игрушками, чтобы они хорошо выглядели, и поэтому, ну вот, пройдут праздники, я куплю себе вот этот опять хороший холофайбер, чтобы не использовать вот этот. Вот этот холофайбер можно набивать игрушки, которые маленькие, брелочки. Ну, в общем, такое можно. А если игрушка вот такая вот фактурная какая-нибудь, то я вот все-таки за такой вот мягенький. Он, вот если сожмешь, он обратно принимает форму.
И вот он такой весь равномерный, и мне очень нравится. Нежели вот эти вот такие комочки непонятные. Причем там разница в холофайбере небольшая цена. То есть вот такой холофайбер 350 рублей. А вот этот, ну вот этот я в магазине брала, я не помню почем. А вот этот, что ли, 300 рублей. Ну, в общем, разница там в 50 рублей или 70. Но при набивке есть большая разница. Я даже не говорю о том, что вот этот белый, а эти серо-синие. Ну, в общем, здесь идет набивка равномерная. А здесь, хоть оно и шариками, но, в общем, не то. Получается целлюлит. В общем, что-то долго я здесь рассказываю про холофайбер. В общем, смысл того, что если холофайбер хороший, то мы нажимаем на игрушку, и она обратно как бы приходит в свою форму. А вот у меня есть игрушка, ну, в общем, сейчас я про нее расскажу. Ну, в общем, хочу именно показать, что если холофайбер не очень хорошего качества, то если вот так вот согнуть игрушку, то она остается вот такой же формы. Если это был бы хороший холофайбер, то игрушка бы, ну, как бы обратно разжималась и имела хорошую форму. А так приходится поправлять. Ну, в принципе, кто не знает, никто же так не будет прям зайца сминать сильно. Вот. Представляете? Кто-то сядет на зайца, будет вот такая вот мордаха. В общем, я тут заразилась вязанием полушерсти. Тем более у меня остались моточки такие единичные, из которых ничего не свяжешь. И я решила придумать какую-то небольшую схемку, чтобы получилась такая ладошечная игрушечка. И вот связала в своем стиле с такими вот ножками такого маленького зайчонка. Вяжется очень быстренько. Единственное, что я не стала вязывать ушки, как я это обычно люблю делать. Решила, что их лучше пришить. Так они будут смотреться вот так изогнутые. В общем, решила таким образом сделать. На мой взгляд, очень миленькая игрушечка получилась. Она у меня, как обычно, цельновязанная. Голова вывязывается из тела. Ну и вот будут пришиваться только ушки. А ручки я тоже вязывала. И такого зайчика я связала не одного. Попробовала еще вот такого розовенького. Тоже остался остаток небольшой. Я взвесила. На зайчика уходит 25 грамм. И вот как раз у меня там небольшой остаток был. Это у меня такая девчонка вроде бы. Хотя нос у нее, конечно, черный. Ну, в общем, розовая, знаешь, девчонка. Что-то я не подумала. Ну, розовым же здесь не вышить. Как бы розовое с розовым сольется. В общем, такие малыши мне очень понравились. Буквально вчера села и как-то вот у меня так все быстренько связалось. Ну вот наполняла я этим холофайбером, который не очень такой. Ну, я думаю, для полушерстяных таких игрушек, которые младенцам точно не будут давать, так как, ну, здесь полушерсть в составе. И такие есть небольшие ворсины. Все-таки, я думаю, грудничкам такое давать не будут. Поэтому ничего страшного, что там такой наполнитель. Тем более наполнителя нет, а вязать мне хочется. Так, наверное, уберу эту безголовую игрушечку. В общем, эти зайчики были связаны буквально вчера. Но до этих зайчиков у меня оставалось еще совсем немного холофайбера. И я решила его добить, так сказать. И связала себе пару котиков. Ну, точнее, не себе, а, наверное, отнесу в магазин. Это у меня остаточки пряжи Dolphin Baby Fine. Это не которая толстая, а немножко потоньше. И связала вот таких вот котиков, колобков.
В общем, холофабера было немного. Я думаю, на полноценную какую-то игрушку не хватит. Решила убить двух зайцев, как раз использовать холофабер и извязать остатки вот такой вот плюшевой пряжи. У меня там осталось совсем немножко, и я думаю, что извяжу на таких котиков. Моей дочке они очень понравились. Связался котик, конечно, не один, а целых 3. Так как у меня всего было 3 цвета, зелененький, розовенький и беленький, то я сначала связала вот такие вот 2 полосатых, а потом вязала вот уже из остатков. Что я хочу сказать. У меня не совсем получилось связать по мастер-классу. Я предполагаю, что это из-за того, что я вяжу полукрестиками, а автор вяжет галочками. Но это только мое предположение. В общем, дело в том, что когда я начинала вязать ушко, четко по схеме, то есть было начало ряда, мы тут вяжем, то ушко у меня было где-то вот тут. Вот тут вот ушко. В общем, здесь такие специальные ряды, как бы, чтобы потом правильно ставить глазки, да, там. И вот эти ряды вяжутся полустолбиками с накидами, вроде бы так называется. В общем, вязала по мастер-классу, по видео. И вот я вставила в глазки. Начала вязать ушки, и я смотрю, что у меня ушко вот здесь вот находится. В общем, как-то неправильно. Я просто тогда, выровняла, посмотрела, чтобы ровненько у меня было между глаз, и просто связала эти ушки. Соответственно, я потом уже лапки вязала также, не считая вот эти вот столбики, просто от себя вязала. И получились у меня вот такие котики. В этом я немножко тут напортачила, начала вязать не в том ряду. В общем, один пропустила. В общем, он у меня такой, как будто идет не в ту сторону. Потому что это был первый пробный, в общем, не получился немножко. Я думаю, кто не будет приглядываться, тот и не поймет, в чем проблема. Вот. И сделала смену ряда вот здесь вот на пузике, чтобы, так не видно было ни по бокам, нигде. Но это потому, что я вязала 2 цветами. Если бы это было много, много цветов было у котика, тогда, может быть, я и никуда это смещение не делала. В общем, хотелось такого красивенького сделать. Вот. Игрушка классная, все. Пришлось мне немножко вязать на свой лад. Я там уже записала, что если, допустим, маркер вот здесь вот поставить, сколько мне вязать. И, в общем, под себя подстроила схему. Очень классный котик. Я, кстати, забыла сказать, это котик-колобок с канала «Мир вязаных игрушек». Да. Хвостик я здесь пришивала хлопковой ниточкой, чтобы он ни в коем случае не оторвался. Я не люблю пришивать вот этой вот ниточкой, которая, Dolphin Fine, да, или там, в общем, плюшевая нитка я никогда не пришиваю. Я просто беру хлопковую, она туда хорошо втягивается, и ее не видно. Вот, такие у меня готовые работы. Одного котика у меня забирает дочка. Сказала, вот этот с беленькой мордашкой ей очень понравился. Вот, в общем, забирает. Я ей сказала, что сниму видео и обязательно отдам. И она вот все приходила, его там гладила. Говорила, ничего, я тебя скоро заберу. На самом деле она игрушками особо не играет, но вот любит у меня их отбирать. Так, вот такие малыши у меня связаны. В принципе, это на сегодняшний день все, что у меня было связано за время моего отсутствия. Не знаю, буду делать ли мастер-класс по этим зайчикам. Я еще предыдущие не сделала. У меня сейчас больше получается, что я только обещаю и ничего не делаю. Но планирую в ближайшее время отложить немножко свое вязание и все-таки начать снимать именно мастер-класс.
Потому что я смотрю, девочки уже сами там додумывают схемки, вяжут как-то, от себя там что-то придумывают, но подписывают, что это мой мастер-класс. Вот. Надо исправлять эту ситуацию и все-таки вязать то, что нужно. Но мне хочется вязать то, что я хочу вязать. Вот. Сейчас мне хочется связать вот таких зайчиков. Я даже не знаю, будут они продаваться в магазине или нет. Но мне хочется вязать таких зайчиков. Вот. Не знаю, буду ли я еще продолжать снимать этот вязовлог. Вдруг он получился какой-то длинненький. Поэтому на всякий случай говорю вам всем спасибо за просмотр и всем пока.